Привет зрителям и подписчикам канала Сорокин Теннис. В этом видео мы сделаем обзор на турнир в Мюнхене ATP 250. Попробуем рассказать во всем по порядку, что мы здесь увидели на этом турнире. Поехали! Насладились мюнхенской погодой. Первое, что мне хочется сказать, это будет идти витиеватой нитью. Это как вот этот вот стих «От чего же так холодно?». Ну почему же так холодно? Это холод неимоверный. Я потом к этому вернусь, но начну первое с базы, да, на которой мы были, где играется, проводится турнир. Один центральный корт, достаточно маленький корт, даже по сравнению с турниром, который мы были, вот делали обзор на Барселона, Sabadell Open. Центральный корт небольшой. Еще есть два игровых корта, это первый и второй с такими маленькими трибунами. На первом корте это маленькие трибуны, но с двух сторон, на втором это корт с просто односторонней трибуной, с другой стороны можно зайти, стать прямо на уровень корта, смотреть на игроков. С одной стороны минус, с другой стороны это большой плюс, потому что, грубо говоря, мы смотрели игру того же Алисима Аджера с Даниэлем, и был такой эффект присутствия, что очень близко находишься, даже на трибунах, на больших стадионах практически нет такого, что ты стоишь 2 метра от игрока и прям ощущается очень хорошо игра и уровень игры. Из того, что было такого на кортах по организации, то, что были вип-зоны, да, но не вип-зоны, были отдельные кафе, с которых можно было смотреть на первый и второй корт сверху. Тренировочный корт очень прикольно сделан, я считаю, то есть он сделан под кафе, да, в одну линию, и люди, которые сидят на кафе, они могут прям в уровень смотреть тоже на игрока, и это достаточно близко, как на вот этом маленьком корте номер 2, который я описывал, и могут смотреть на тренирующихся игроков, которые там им нравятся, на своих кумиров, находясь в непосредственной близости от них. То есть тренировочный корт очень удобно сделан. Мы вот смотрели тренировку Зверева, того же Алисима Агера, как он разминался. Тренировочный корт, я считаю, очень удобно. Из огромных недостатков этого турнира, опять же, я повторюсь, это погода. Я, наверное, много буду об этом говорить в этом видео. Погода неимоверная. Я не знаю, как люди будут играть в такую погоду. Ну, будут играть, наверное, если корт будет сухой, они обязаны играть. Поскольку я не знаю ограничений по холоду, чтобы останавливались температуры, что слишком холодно. Но насколько дискомфортно играть в такую погоду. Плюс 3 градуса. Дождь идет чуть ли не со снегом. Сейчас зайдем на корт, по-моему, игра идет, но я не представляю такие себе условия. Причем, что в Штутгарте в это же время турнир проходит и идет в зале. То есть они знают про погоду не в центре Германии, а ближе к северу, что она такая в апреле. И как проводит этот турнир на улице в это время года в Германии, непонятно. Холодно. И на территории всего комплекса находится один закрытый ресторан. То есть если начинается дождь, и люди туда забегают, там даже негде сесть. То есть, в принципе, просто люди забегают погреться, и погреться негде. Остальные все кафе находятся просто под навесами, под шатрами. Да, там можно что-то купить, но там абсолютно дискомфортно стоять при такой погоде. И прям, ну, это было, я не знаю, не продумано. Да, есть вип-зона, но в нее попадает, опять же, ограниченное количество людей, которая может там посидеть. Из еды, которая была, да, в этих же фудкортах, даже в открытых, это были какие-то кусочки пиццы, порядка 80 евро кусочек, и карри-вурц знаменитый немецкий, это сосиска просто с хлебом, тоже от 6 до 10 евро стоил. Из напитков я других не пробовал, просто был популярен очень глинтвейн, это было 5 евро за бокал, ну, такой плюс-минус можно пить. Наши билеты стоили 120 евро, один, мы покажем как бы, ну, вид, откуда мы смотрели. Места были неплохие, из, опять же, опыта, который был, да, здесь не было никаких дневных, ночных сессий, у нас просто был билет на центральный корт, и этот билет давал доступ на всю территорию клуба. Из опыта, который может быть полезен для зрителей, для желающих посетить этот турнир, но помимо там одеваться потеплее, вот у нас трибуна West, да, она закрыта вышкой, часть обзора закрыта, а при покупке билетов на некоторых сайтах указано, что она закрывается вышкой, на некоторых нет. На этом сайте не было указано. Например, East гораздо трибуна симпатичнее, то есть там нет вышки и лучший обзор. North, как обычно, это север, это VIP, тоже, наверное, надо привыкнуть, что это почти на всех турнирах так, и трибуна South сзади. Это из информации, которая может быть интересна для тех, кто
захочет посетить этот турнир. И одевайтесь очень тепло. Если вы думаете ехать на этот турнир, он будет в те же даты. Зимние вещи прям берите с собой. Зонты, термобелье. Экстра холодно. Также на трибуне над нашей, над Вестом, было что-то такое, как палатки. Что-то напоминало мне VIP Ультра, да, на некоторых стадионах, я не помню, в Донбасс-арене, по-моему, такое было, где ты можешь сидеть как бы как в палатке сверху, как совсем закрытая такая территория, и опять же ты смотришь на центральный корт. Я туда не заходил, но видел, что люди заходили за нашу трибуну наверх. И, наверное, это были какие-то самые такие престижные места, и палатка при такой погоде решает. То есть, если ты хотя бы можешь быть ограничен от ветра, который дует, и находиться внутри, это был огромный плюс. Особенно, если там подавали горячее какое-то вино или просто чай. По зрителям это был шок, я такого никогда не видел. То есть люди просто одеваются, как на горнолыжном курорте. То есть это зимние шапки, это перчатки, это шапки такие, это ботинки полностью зимние. Я к такому был не готов, хотя я смотрел частично прогноз погоды, но я не мог поверить, что может быть настолько холодно в апреле, и тем более, что люди могут при такой погоде играть. Дом это стильно. При температуре плюс 3, я не знаю, что тут уже наливать, чтобы люди высиживали. Холодным. Касательно кафе, которые были только открыты, да, я уже сказал, что закрытое кафе было только одно, и погреться невозможно. Это еще причиняло огромное неудобство тем образом, что вокруг территории самого теннисного центра там нету никакого кафе рядом. По Google Maps ближайшее кафе 4-5 километров, чтобы просто зайти куда-то погреться от холода. И проблема с парковкой, да, то есть если ты запарковал машину, во-первых, это сложно, и мы сейчас вернемся к парковке, запарковать там, где мы парковали машину, поскольку должно было быть предварительное бронирование парка места на территории. Мы этого не делали, поскольку этого не знали. Но если ты уже машину посчастливилась, нам посчастливилось, нам пошли навстречу, мы припарковали машину без бронирования места. Потом выезжая, ты это место теряешь и паркуешься там фиг знает где. Мне люди рассказывают, что они 15 минут пешком шли, вот, которые с нами были, которые тоже припарковались далеко. А вот, например, мы машину припарковали, да, в это кафе, которое набито битком во время ледяного дождя, мы попасть не можем. И вот куда нам идти? Вот нам надо стоять на улице, да, то есть мы просто пешком шли там порядка километра в ближайший Макдональдс. Ну, наверное, это не супер фудкорт какой-то там, чтобы покушать в удовольствие. Но, тем не менее, никакого другого выхода нету. Просто ты идешь погреться, посидеть, выпить там чай, какао, хоть что-то, спрятаться. Это тоже из такого опыта. Теперь касательно парковки, самой парковки. То есть, я не знаю, не помню точно это выражение, но есть такое выражение, что все начинается со входа. Когда ты входишь вот, и вот в ресторан, в какое-то кафе, и вот вход показывает очень многое. Что мне показала эта парковка, я не знаю, я просто не понимаю. Это как в поле. Вот просто ты приехал. Опять же, есть люди, которые, да, одеваются как на перформанс, они одеваются нарядно на теннис, там, красиво. Мы просто вчера ржали, я говорю, вот, например, человек одел белые штаны или какие-то белые мокасины, ну, как он пройдет эту парковку? Мы вставим это на видео, это аут, это просто аут. Я не знаю, да, там не сделали какие-то сооружения резиновые, типа, чтобы, ну, совсем глину не месить, но в целом это аут. Касательно магазинов и атрибутики, был самый нелюбимый мною цвет у них такой официальный, этот Navy Blue, синий, не знаю, он так популярен в Германии, очень многие клубы даже в клубные свои цвета включают этот цвет. Я этот цвет просто не люблю, никакой атрибутики купить не хотелось. Касательно цен, это где-то 50-60 евро какая-то обычная майка и 90-100 евро вот такая застегивающаяся кофточка с капюшоном или без, в зависимости, там 90 без, 100 с. Полотенца даже не было в атрибутике, сказали, что закончилось, но я, по-моему, спрашивал, часа 3 дня, это не был конец дня, и это не был ни полуфинал, ни финал, то есть оно закончилось, я не знаю, сколько их было, атрибутика мне не понравилась совсем. Также на территории находился такой прикольный, не знаю, как такой тент, типа аттракцион я там сыграл, там можно было набрать 3 очка, типа мячом там сбить баночки, кинуть таким, как, я не знаю, как антистрессовым, почти баскетбольным в кольцо, и попасть так барабаном в пол и в стенку, в стакан, в кружку такую большую литровую пива. Я пытался это сдать, но очень долго кидал баскетбольным мячом, ну такое прикольно, может поразвлекаться.
что-то такое отвлекающее из того, что мне запомнилось. Также были показаны теннисисты, которые сдали это за хорошее время. Зверев, по-моему, прошел полностью за 49 секунд, что-то такое. Тим когда-то сдавал тоже этот тест. Ну, просто было интересно попробовать. Но рекорд 11 секунд какой-то человек сдал, и он не такой известный теннисист, видимо, там его имя не было написано. Мы смотрели на игроков, я, честно говоря, не представлял себе игроков, которые будут играть без термобелья, то есть я представлял, что это будет полностью термобелье внизу, и поверх будет одеваться теннисная форма. Мы увидели Фрица или Фица, я не знаю, там кто-то обижается, что я не могу запомнить его имя, но я не сильно за этом зацикливаюсь. Видели Руне, видели Алиси Магера, видели Штруф и Ван дер, я не знаю, тоже это голландец, там я не могу выговорить эту фамилию. Они играли. Что меня удивило, да, что, допустим, даже это было не термобелье, по-моему, только Штруф играл в термобелье сверху до, но опять же, не знаю, термобелье. Просто лонгслив и майка. При температуре 3 градуса, то есть Руне играл весь второй сет при дожде. То есть никакого нытья, там, топания ногами, что вот там скользкий корт там, или там такая отвратительная погода, я не видел. Сильная была разница в классе, то есть я не помню, там фамилию против колумбийца играл Руна, и Фиц играл против испанца квалифайера 240 в мире. То есть, опять же, да, погодные условия были не супер, но разница в классе никуда не уходила. То есть эти игроки были сильнее, и теми же недостатками погоды они тоже пользовались сильнее. То есть как только начал идти дождь во втором сете, Руна сделал рывок 4-0. То есть да, уровень падает, но уровень игрока, который там, грубо говоря, находится в первой сотне и в первой десятке, он также разнится при падении погоды и даже больше. То есть реакция самого колумбийца на начало дождя, это было 4 проигранных гейма подряд во втором сете. По подачам понравилось, да, то, что вот на уровне таких вот игроков, где играл Руне и Фриц, всегда разница, когда доходило до какого-то момента и понимали, что сейчас может быть брейкпоинт или какой-то возврат, просто был эйс, 2 эйса, или там просто мощная первая подача и заканчивалась вторым ударом доигровкой. Понравилась форма Руна, да, Найк опять пошил что-то хорошее, то есть, опять же, Надаль играл в более-менее приемлемой форме, Руне играл в красивой достаточно форме. Что мне показало, да, что нету каких-то ограничений с температурой, да, то есть игроки выходят играть, и они на работе, это профессиональные спортсмены, они должны делать свою работу при любых условиях. Хотя условия, я повторюсь, просто адские, как мне кажется, для игроков, которые играют этот турнир. Но, тем не менее, никакой ругани здесь нету. Есть огромный вопрос, да, как это допустимо там, с организацией ATP, с огромными, там, наверное, жалобами на это, насколько комфортно зрителям это смотреть. Я вот полчаса назад созванивался с человеком, он мне сказал, что это каждый год здесь такая погода, и каждый год от этого турнира идут такие отзывы. Например, турнир в Штутгарте, который проходит сейчас женский, да, то есть начинается грунтовый сезон, и Германия хочет проводить турнир, который предшествует грунтовому сезону. Например, тот же Штутгарт проводится в зале. Я считаю, это гораздо удобнее, потому что, ну да, грунт, хорошее качество, да, индор, то есть ветра ты не почувствуешь, но, по крайней мере, для тех же зрителей, для всей вот инфраструктуры, для всего, это гораздо удобнее. Здесь был баллон сзади за кортами, но я сомневаюсь, что это такого размера баллон, в который можно вместить какие-то трибуны, и он используется запасным для того, чтобы в дождь кто-то играл. На кортах нет элементарно даже света, и вот вчера матч, который играл Алиси Магер, он должен был по плану быть, по-моему, 4-м или 3-м на центральном корте, но они уже понимали, что ни Штруф, Алиси Магер не сыграют вместе, и их разбросали в разные стороны, потому что даже на кортах элементарно нет света, то есть эта организация мне непонятна. Но я думаю, что это просто деньги, что BMW, да, имеет достаточное количество средств, им нужен турнир в Мюнхене, они проводят его столько лет, и кто-то закрывает на это глаза. На мое мнение, это достаточно неудобно и для зрителей, которые смотрят этот турнир, и для игроков, которые играют этот турнир. Мой совет любителям, которые захотят посетить этот турнир: одевайтесь. Одевайтесь так, что даже вот просто как будто едете на горнолыжный курорт. Берите лыжную шапку, берите перчатки, берите термобелье, подштанники, берите трусы с начесом внутрь, я не знаю, носки какие-то, гетры по колено шерстяные, самые теплые ботинки. Просто одевайтесь. Ну, термос, наверное, не разрешат нам принести, потому что там уже проверяют, чтобы ничего не кинули в игроков. Но просто, чтобы было тепло. Это мне хотелось бы посоветовать людям, которые выберут этот турнир для просмотра. Все, это было мое мнение об увиденном в Мюнхене. Я больше не приеду сюда, я не приеду, наверное, ни в одно место, где я уже смотрел турнир.
Но конкретно здесь очень дискомфортно из-за погоды. И вот даже вот это видео, которое я записываю, я не знаю, сколько раз я уже одевал куртку и снимал, чтобы снимать новый дубль. Даже прогуляться дискомфортно, чтобы посмотреть Мюнхен. Тупо очень-очень холодно. Пишите свое мнение об нашем обзоре. Может, какие-то ваши пожелания, какой турнир вы бы хотели, чтобы мы сделали обзор, на какой турнир мы сделали обзор в будущем. Подписывайтесь на канал и не старейте на корте. Всем пока. Вот ради таких моментов и стоит жить. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Просто молодец! Да пи***нуться можно! Куда? В крендель, блядь. Ой, блядь. Теперь чижика ищи, блядь, неделю. Все замерзло.